Привет, мои дорогие, мои котики, мои счастливые, красивые девочки. Давайте с вами погадаем на тему на Монаре, скучает ли он по вам. И у нас будет 4 варианта, и мы глянем, скучает ли по вам загаданный мужчина, который, возможно, где-то далеко от вас, не рядом, или вы с ним как-то разошлись, или какой-то игнор между вами. Давайте посмотрим, скучает ли он по вам. И у нас здесь будет 4 варианта. Итак, первый, скучает ли он по вам. Второй вариант, скучает ли он по вам. Так, третий вариант, скучает ли он по вам. И четвертый вариант, скучает ли он по вам. Ну что, подвинем немножко карты. Настраивайтесь на гадание. И давайте посмотрим. И еще, девочки, перед тем, как вы выбираете, так как мы на Ютубе, это именно касается Ютуба и немножко Телеграма. Если вам интересны магические темы, я вот недавно, перебирала свои плейлисты. И у меня столько много магии, что это можно просто какой-то огромный двухтомник магии может быть. Поэтому, если кому-то интересна магия, кто хочет открыть в себе знание, ведьмовство. Я все подаю в очень классном варианте, через болталки. То есть вы можете включать это на ночь в наушниках или без наушников, засыпать под это. И оно откладывается в голове очень интересно. Ну что, давайте смотреть, девочки, скучает ли он по тебе. Первый вариант, второй, третий, четвертый. Скучает ли он по тебе? Итак, смотрим первого мужчину. Скучает ли этот мужчина? Этот мужчина, девочки, смотрите, он, как говорится, рыцарь земли выпал. Мужчина, который думает в первую очередь о своих земных делах каких-то. Он прям как мужчина-дева, да. Тот, который может обниматься, целоваться и в то же время думать, где какие скидки, где ему что-то надо прикупить и все остальное. И он у вас здесь очень деловой. Мужчина деловой, который живет своей жизнью, такой вот земной, да, он просыпается, и день для него идет. То есть он сейчас не совсем, скажем так, мистический, какой-то эзотерический. Скучает ли он по вам? Да, он бы хотел бы, чтобы вы все-таки к нему проявлялись сами. По тройке огня мужчина хочет, чтобы вот прям вы какие-то шаги к нему делали, да, потому что он, вот у него такое идет. Если я ей интересен, если я ей нужен, она сама будет проявляться, а если не нужен, то не будет. Но в то же время он выпал рыцарем земли, то есть даже если вы будете к нему проявляться, смотрите, как на Таро Миломанара вы изображены. Вы такая в жару, теплая, горячая, да, прыгаете на него, а он в шляпе, в костюме, какой-то вот непонятный. Не умеет он пользоваться тем, что даже когда вы будете к нему проявляться, он не совсем нормально, адекватно себя может вести. Почему? Потому что он вот прям такой вот земляной сейчас, практик такой. Давайте еще посмотрим, скучает ли он по тебе. Он считает, что это все для романтических персон, которые он не является. Выпал туз воздуха и восьмерка огня. Это говорит, девочки, о том, что он считает, что женщина должна, девушка к нему сама проявляться и должна сексуально к нему проявляться, то есть его хотеть. Если девушка его хочет, вот прямо он очень материальный на самом деле выпал, да, то есть для него если она ко мне лезет, значит, она меня хочет. А если я могу отложить какие-то дела, окей, я ей займусь. Если у меня какие-то другие дела, если сейчас день, а не ночь, вот такой вот он выпадает. На вопрос, скучает ли он по тебе, слабо, девочки. Он сейчас вот прям в этом плане слабо. Он такой вот, как алоэ в горшке, на самом деле, да, которая не особо скучает. Он зациклен на себе сейчас, да, на своем карьерном росте, на какой-то работе. Ему сейчас не до романтики, совершенно не до романтики. Еще и 2 туза выпало, туз воздуха и туз земли. Типа он такой, захочет, сама придет.
Ну, в плане захочет что? Вот захотите вы его, знаете, тогда приходите. Но тут вот слабое сегодня у него выпадает скучание по тебе, да? Слабенькое. Ну, давайте еще глянем. А почему он так себя ведет по отношению к тебе? Нулевой старший аркан дурака выпадает. Или это, девочки, бывший, либо это уже мужчина в каких-то других отношениях, да. Ну, то есть тут антенки у него, конечно же, сбиты. И если тут вы хотите, чтобы этот мужчина по вам скучал, надо, конечно, вот над этим вопросом поработать, да. Нулевой старший аркан и двойка огня выпала, да. То есть, ну, прям какая-то, я не знаю, ну, прям реальная дева. Дева в час дня на работе, понимаете, голодная дева, ну, я имею в виду мужчина по знаку зодиака, которая вот думает, как бы ему поесть, как бы там какие-то дела доделать, а потом надо машину починить, а потом еще что-то. Ну, короче, какие у него такие вот дела. То есть у него реально сбиты сейчас ориентиры. И если вы хотите, чтобы этот мужчина по вам скучал, над этим надо поработать. Можно, конечно же, или какие-то ритуалы на него делать, да. Можно вызов кармического делать, можно делать вот вызов именно мужчины, можно наводить тоску на него. У меня на канале тоже много всяких видео на эту тему. Но вот у него недоработки такие конкретные есть. Либо он уже, если вы загадали здесь бывшего своего, он какой-то вот своей жизнью сейчас живет, и он сейчас к меланхолии, к романтизации каких-то отношений прошлых, да, он сейчас не склонен. Ну, это сегодня так, да. Мы все, как говорится, в разную луну, все мы разные. Так что, девочки, так как мы гадаем, скучает ли он по тебе прямо сейчас, ну, сейчас он вообще практически не скучает, занят чем-то. Но можно ли на нем работать для того, чтобы он по тебе тосковал и скучал? Можно, потому что выпал рыцарем земли и нулевым старшим арканом дурака. То есть это чистый лист, над которым можно поработать. Вот такой вот первый вариант. Смотрим второй вариант. Второй вариант, скучает ли он по тебе. Да, девочки, 17-й старший аркан звезды выпал. Очень красивый аркан, очень красивая глубокая карта. 17-й аркан, который отвечает на тему «Да, я очень сильно по тебе скучаю. У меня есть планы насчет тебя, у меня есть мечты, фантазии. Я тебя фантазирую в каких-то лучших, счастливых моментах вместе с собой. Это мечты о даже совместном будущем, о том, как он сделает вам предложение и все остальное. То есть скучает, да, очень сильно. Давайте посмотрим именно, как он скучает здесь. Он далеко, девочки, этот мужчина не рядом с вами, и он влюблен. Это такая любовь прям на расстоянии какая-то, да. Для него это важно, это расстояние. Он где-то вот находится, скажем так, да, либо это командировка, работа какая-то, другая страна, где надо там какие-то визы делать, все остальное, поэтому вы здесь не можете быть вместе вообще в ближайшее время, да. Но вот эта влюбленность в нем, она засела. Насколько она засела до тех пор, девочки, пока либо вы не отпустите его, да, либо он сам не поймет, что надо вас отпускать. То есть, скучает ли он по тебе? Скучает. Мечтает ли он о тебе? Да, очень серьезно, такие какие-то влажные, голубые, красивые мечты у него по отношению к тебе, да. Но есть большие препятствия для того, чтобы вы были вместе. Что это? Я думаю, вы сами знаете, что, да. Вот этот 16-й аркан башни все-таки выпал. И выпало два туза. Его влюбленность и то, что его останавливает. Его останавливает туз воздухом. И он считает, что ты как будто будешь жить своей какой-то жизнью, и если вот судьба не благоволит, и ты откажешься, скажем так, не то что ждать его, девочке очень тяжело ждать этого мужчину, потому что он сам, он выпал таким, ну, он сам даже не выпал, да, выпали такие мелкие карты по поводу его, которые говорят, что он не будет действовать по отношению к вам сейчас, да. То есть он скучает, да, но он все оставил вот на решение какого-то провидения. Это такие вот мечты о богине, скажем так,
да, и он от тебе относится как к какой-то нереальной богине, которая и может и не будем с ним вместе. И он к этому готов, девочки, да. Просто вот это какие-то реально просто мечты о богине. Ну, давай посмотрим. А богиня, она в общем и целом-то не особо-то доступна, да. Давай еще посмотрим, скучает ли он по тебе. Да, скучает императрица, верховный жрец. Он считает, что ты ему была дана судьбой. Ты появилась в его жизни не случайно. Ты вот какое-то его кармическое провидение. Ты много что вот как-то дала ему именно духовно. Ты могла даже не спать с ним, не целоваться. Или какое-то мимолетное, как будто бы у вас могло быть знакомство. Но это знакомство, девочки, которое реально отложилось у него в памяти, и он через вас даже сам почувствовал себя. Он выпал верховным жрецом. Он почувствовал, что у него вот прям что-то зашевелилось, и это не там как лобковые волосы, понимаете? Зашевелилось что-то внутри, зашевелилось что-то в сердце, какое-то вдохновение. Вот вы как муза, богиня. Здесь вот какая-то божественность от вас идет по отношению к этому мужчине. И он за это вас любит. Но вот его вот эти мечты, это как небеса, а реальность это как земля, да, как будто они совершенно не соприкасаются друг с другом. И вроде бы на горизонте все время солнышко встает, и красивый романтичный закат, да, но как будто оно и вместе, но это на самом деле так далеко друг от друга. Скучает ли он по тебе? Он, девочки, мечтает о вас. Здесь этот мужчина мечтает, у него любовная фантазия насчет вас. И я вам скажу одну вещь. Как это проявляется у мужчин, как я это встречала даже в жизни, как оно проявляется. Оно, девочки, вот вы могли даже вот с ним там где-то погулять, поездить, покататься, встретиться, расстаться. И потом проходит, например, 10 лет, и, например, он где-то пишет вам смс-ку или как-то вот находит вас, да, и если вы будете более-менее любопытны, вы, кажется, выясните для себя, что это все время он хранил, например, ваши фото у себя на телефоне, да, или вообще ставил на заставку, а вы даже вот не подозревали, не знали и не думали, что такое может быть. То есть это мужчина вот как горизонт, до которого никогда вот невозможно добраться. И вы богиня, муза, которая вот вы так для него очень эфемерны, да, как какая-то голубая мечта, как какая-то синяя птица для него, да. Тут вот тут нету у вас, вот вы хоть и вместе здесь, как два магнита, да, но и в то же время еще между вами вот этого нету притяжения, вот этого какого-то биополя, которое могло бы притягивать вас очень сильно сейчас, в данный момент. Вот такие дела. Но, кстати, если вы хотите с этим мужчиной все-таки быть здесь, вот мы недавно, вот сейчас буквально разбирали темы про кладбищенские привороты, это у меня в спонсорстве или там в закрытом телеграме, но тут не кладбищенские привороты, а здесь, например, вызов кармического не помешал бы здесь, девочки. И вот именно тут похоже очень на кармическое какое-то, и даже если вы сделаете любые ритуалы на вызов кармического мужчины, и даже если это будет не этот, я считаю, что вы зайдете в очень теплые, хорошие любовные отношения, потому что его энергия и ваша энергия по отношению к нему, она сформировалась в очень красивые, знаете, такие магические узоры, которые вот как в воздухе висят, и их бы применить хочется куда-то, да. Вот такой вот второй вариант. Ну что, будем третий смотреть. Давайте посмотрим, скучает ли он по тебе. Третий вариант. Нет, девочки, здесь однозначный ответ. Он не скучает. Здесь выпала сухая, такая не очень... Я ее вообще... Вот одна из самых моих нелюбимых карт в Монаре, да, это пятерка Земли. Потому что по пятерке Земли здесь какие-то интересы меркантильные, какие-то жадность, алчность, мелочность какая-то идет. И она сейчас выпала сигнификатором. Давайте посмотрим, почему. Скучает ли он по тебе?
У него, девочки, чисто какие-то такие меркантильные интересы ко всему сейчас. Он по вам не скучает сейчас, этот мужчина. Он занят, вот реально просто какие-то, знаете, как будто вот сейчас и повешенный, как будто сейчас он на какой-то шабашке, на работе, все что-то делает, гребет. Не совсем у него все на работе получается, да. Он немного напуган тем, что ему могут не заплатить, или то, что он останется без денег, или ему надо там погасить какие-то кредиты, ЖКХшки, там мало ли что, да. И мужчина раздраженный сейчас идет. Он раздраженный, и у него не получаются дела. И я вам даже больше скажу, он заходит в какую-то свою теневую сторону. Это очень похоже на начало черной полосы. Эта полоса, кстати, может продлиться, вот так как этот старший аркан повешенный идет, это от 2 недель до 2 месяцев. Это может быть такое. Давайте еще посмотрим. Вот к тебе какие чувства он испытывает? Никаких, девочки, он не испытывает сейчас чувств. Ему бы, как говорится, знаете, он, если бы и посмотрел на какую-нибудь девушку, на женщину, он такой думает: о, у нее такая круглая пятая точка, я бы ей вдул. Все. Вот это все его мысли, которые сейчас идут. И то он на это не обращает внимания. Его раздражает даже кто-то, люди мимо проходят, даже если это очень красотки мимо проходят, да, он думает: о, блин, губы надуло. Или, ой, вот еще одна корова какая-то пошла. Короче, в нем сейчас очень много какого-то такого раздражения, я бы даже сказала, негатив по отношению к другим людям. Скажем так, слава богу, что вы, например, сейчас не рядом с ним, потому что вы тоже хапнули здесь вот этого негатива. Раздражение. То есть тут идет раздражение от того, что у него много что не получается, но на самом деле это только начало. Но здесь выпал еще и 10-й старший аркан, колесо фортуны, которое он не берет, которым он не пользуется. А знаете, что это значит? Что если бы он каким-то волшебным образом, да, вот с вами общался, к вам был бы добр, да, и хорошо к вам сейчас в данный момент даже относился, да, или начал скучать, вот романтизировал какие-то моменты своей жизни, то, девочки, вот это колесо фортуны он бы схватил. То есть его как будто ангелы и демоны проверяют на вшивость сейчас, да, и он сейчас склонен больше к какому-то негативу, к агрессии, к злобе, какой-то жадности, алчности, мелочности, меркантильности. И за это ему эту фортуну сейчас не дают, да. И, возможно, ему не дают и вас, не дают и каких-то других бонусов по жизни. Он как будто, знаете, мимо проходит. Это вот, скажем так, крадник его удачи выпал здесь. Но он сам в этом виноват, потому что он зашел в это раздражение какое-то. Скучает ли он по тебе? Он, девочки, скучал по вам. Было такое время, когда он по вам скучал и вот как-то прям ждал от вас какого-то звонка, какого-то сообщения, ждал. Было такое. Но потом он перестал ждать. Что-то вот такое в нем тюкнуло, да, что он смирился со своей участью, зашел в это раздражение, да, и сейчас вот у него начинается такая не очень хорошая полоса. Поэтому, ну что о нем говорить, да? Ну, пусть побудет пока в таком расположении духа. Если вы, например, хотите его как-то поддержать, конечно же, можно поддержать, но на какую-то большую душевность с его стороны сейчас особо не рассчитывайте, да? Если это более такой воспитанный мужчина, интеллигентный, да, он может хорошо вам ответить как-то, и все на этом, да. Если это, например, уже более расшатанный такой, то он может и где-то пригрубить, или «а тебе-то что?» Такое вот, знаете, сказануть и все остальное. Поэтому такие вот дела. Единственное, что, кстати, может его вывести из этого состояния, да, это неожиданно какой-то приход денег. То есть, например, денежный подарок, если кто-то вот ему одобрит, например, кредит, или, например, друг одолжит ему денег, или вдруг ему кто-то подарит какие-то деньги, он найдет на дороге эти деньги, то у него изменится настроение, да. Он почувствует, что жизнь не такое уже ИГ, как он думает. Вот такой вот третий вариант. Ну и давайте посмотрим четвертый вариант. Скучает ли он по тебе?
8 старший аркан. Да, конечно, он скучает. У него прям зацикленные мысли по поводу тебя. Сейчас мы, девочки, с вами и посмотрим, что это за зацикленные мысли по поводу тебя. Скучает ли он по тебе? У него большое желание тебе написать, либо он тебе уже пишет, да, он скучает, но ему хочется вот узнать больше информации о тебе, как ты живешь, что ты делаешь, как чего, где, почему, да. Но это может быть мужчина, который боится тебе написать. То есть, если он тебе, девочки, слабовольный, да, этот мужчина по Луне боится написать, очень хочет и боится. И то есть, если залезть к нему в телефон, там будет какой-то черновик, который он где-то вам написал. Или, например, где-то подчеркнул какие-то фразы, как вам так вот лучше написать и все остальное, но не отправил. То есть тут либо отправил вам уже эти сообщения, либо не отправил. Луна, старший аркан и 8 старший аркан правосудия. Ну, я вам скажу так, да, эм, вы вот прям крепко засели у него в голове. С кем бы он ни был, что бы он ни делал, да, на каком бы континенте он ни пропадал, на Северном полюсе или на Южном, неважно, вы очень крепко сидите у него в голове, и ему важно, чтобы какая-то ниточка, какая-то связь между вами здесь все-таки оставалась. 20-й старший аркан. Для него это критически важно, чтобы вы могли с ним общаться. Он даже готов простить вам какие-то измены. И то, что вы можете интересоваться другими мужчинами, или вы живете с кем-то другим, да. Но знаете, что он не может вас вот забыть, да, вам? Четверка земли здесь выпала. Он, девочки, еще углубляется в какие-то свои старые воспоминания, где вы вместе общались, и, возможно, вы требовали от него каких-то денег или материальной поддержки, или хотели, чтобы он что-то сделал, он делал это плохо, вам это не понравилось, и он злится на это. То есть он очень много вас думает. Это, знаете, такие мысли супруга, или даже, вот знаете, очень часто попадается вот такой вот расклад, когда мужчина разведен с женщиной официально, да, но никак не может ее забыть и все время вот думает, да, как она там, что она и все остальное. Не может эти мысли отпустить, но уже начинает контролировать, можно писать или нельзя, какие последствия от этого будут. Потому что он уже научен, например, вот этим разводом или дележкой имущества или еще что-то, да. Очень похоже, как на бывшего мужа. Вот здесь такой вот расклад, когда мужчина думает. Давайте еще посмотрим, скучает ли он по тебе. Да, девочки, скучает. Любовная у него есть тоска, накатывает на него. Он переживает насчет того, что он паш огня, не может с вами заниматься интимом, а хотелось бы. Вот он выпадает семерками здесь, да, это осторожничает, он считает вас очень красивой, королевой огня. Вы ему очень сильно нравитесь, вот именно сексуально. И когда выпадает королева огня, это говорит о том, что он не может или не хочет, или не может найти вам именно замену в этом интимном плане. То есть никто не может. Да, и вы для него верховная жрица, и не только в постели. Но вот смотрите, и я вам даже больше скажу, что он делает. Когда выпадает десятка огня, а еще и рядом с верховной жрицей, он, девочки, делает, я хотела на английском сказать, ну, короче, надо это как-то слово заменить, да, он, девочки, берет и дергает своего гуся в тайне на вас, да, то есть он заходит куда-то в какое-то помещение, какой-нибудь гараж, машина. Это не просто постель, тут нифига не постель, десятка дня. Это вот где-то, где он даже стоя это делает, он чики-пукает своего младшего, понимаете, своего братишку матлохает. Ну, в этом вот плане, да. То есть он самоудовлетворением каким-то занимается, и оно связано с вами. И вот такое вот у него скучание, мои дорогие котики. Вот такой вот был у нас расклад на то, скучает ли он по вам. Все, любимочки мои, люблю вас. Очень сильно люблю. Я хочу, чтобы у вас все было в жизни хорошо. Держитесь. Пока-пока.